Какие же у него дела? Почему он не наблюдает за нами в темное время? Айтер говорил, что я не всем могу доверять. Могу ли я доверять голосу? Так, ладно, я мило провел предыдущую серию, спокойно привыкая к имени Лололошка, прокачивая вышку связи, развивая поселение, но... Утка? Огромная, черт возьми, резиновая утка над поселением? Почему? Каждый раз такие моменты заставляют меня вернуться в реальность и понять, что мы тут вообще-то не просто выживаем. Мы находимся в неизвестном мире в качестве головы. Что ж, ладно, не драматизируем, изучаем дальше. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47, сезон, в котором мы развиваем мебельный бизнес, черт возьми. Да-да, никогда бы не подумал, что найду нечто мистическое и непонятное в столах и стульях, но глаз так и сказал. Иногда при переходе на следующий уровень ты сможешь заплатить часть эйдосами, а другую часть стульями. Поэтому знакомьтесь, наша новая плотницкая мастерская. Заказать стол, заказать стул, Shift плюс LKM, чтобы начать автопроизводство. О, это, кстати, удобно, но, наверное, пока не надо. Короче, отныне мы мебельщик Лолошка, к которому на поселение прилетают огромные глюканутые утки. Вот как-то так. О, господи. Внезапно. Я аж опешил. Здравствуйте. О, рога, да ладно. Такого мы еще не видели. Руки, туловище, ног нет. Прокачанная, блинский. Я... Нет, ничего нового. Все то же самое. Я... Привет. О, здравствуй. Это ведь... тебе принадлежит этот мир? Да, мне... Оу. Что Да, ж... так, не бери в голову. Ты какого уровня? Я 7-го. Действительно, совсем маленький. Ты... Не, это ничего, это я так думаю. Расскажи о себе. Кто ты? Я Лолошка. О, какая прелесть. Тебе достаточно этого ответа на такой сложный вопрос. Что? Ну, тогда я Ивет. У тебя необычное имя, кстати. Не слышала подобного. О, круто. Выбирал долго? Что? Долго? Поняла. Это что-то, что много времени занимает. Долго. Ну, да, наверное, долго. Эй, не расстраивайся. Это нормально. Надо внимательно прислушиваться к себе, чтобы понять, что является твоим. Что ж... А что с порога вот так вот? Это мой мир! Черт, какая она быстрая! Стой! Куда ты? Вышка, кстати, надо имена проверить. И в это она сказала. Слушай, ты уже начал задумываться? О чем? Зачем всем этим занимаешься? Домики строишь, прокачиваешься. А зачем? Ну, то есть, чтобы были эйдосы для перехода на следующий уровень. Так, а почему для этого вообще нужны эйдосы? Почему все наше существование сводится к их добыче? Я не знаю. Это сложно. Понимаю. Маленький ты еще. Надеялась встретить кого-то более высокого уровня. Ну, а ты считаешься большой? Ну, по крайней мере, мне доступны тактильные ощущения. Я бы могла пожать тебе руку, будь она у тебя, но... Эй, Эй, ты чего? Все впереди. Не переживай так по этому поводу. Мы все через это проходим. Ну да. Слушайте, первый персонаж, который задумался о том, о чем мы тут вообще делаем. Как-то так. Так что да, не бери в голову. Когда-то и я была такая же нелепая.
Хотя и сейчас не шибко отличаюсь. Эй, я не нелепый. М? Конечно, конечно. А каково это? Что? Каково что? Каково иметь эти штуки? Ты про руки? Очень круто. Мне нравится иметь возможность трогать все вокруг и ощущать текстуру кончиками пальцев. А еще оценивать хрупкость вещей и кого-то обнять. Знаешь, кажется, будто ты обрел глаза только на ладонях. Кстати, Лолошка, может быть, у тебя есть какие-то дельные предположения, почему смотритель наблюдает за нами не все время? Смотритель? Да, так называю голос, который с нами разговаривает с самого начала. Каждый называет его как хочет. Похоже, глаз принадлежит ему, раз ночью от него ни слуху, ни духу. Ну, может, ему спать нужно? А тебе он ни разу не говорил, что у него есть какие-то дела? Говорил, кажется. Угу. Вот и мне тоже. Какие же у него дела? Почему он не наблюдает за нами в темное время? Поэтому ты пришла ночью, да? Ты что имеешь в виду? Ну, ты, получается, не хочешь, чтобы он наблюдал? О, а ты вполне сообразительный мало, оказывается. Эх, знаешь, пообщаться с кем-то, пусть и маленьким, спустя столько времени, довольно приятно. Спасибо. Спустя столько времени? Ты грустишь? Почему грустишь? Я безвылазно сидела в своем мире, в добровольной изоляции. Изоляция? Ну, в отчуждении. Ладно. Вдали от других. Ни с кем не контактировала, то есть. А почему? Тебе не хотелось общаться с другими? Да нет же, как раз хотелось. Иначе бы я не пришла познакомиться с кем-то новым. Тогда почему сидела? Не у всех душа нараспашку, знаешь ли. Душа? Новое слово хорошее. Интересно. Ну, естественно, интересно. Ты ведь еще маленький. Маленьким все интересно. Особенно то, что им пока что непонятно. О, да. Это про нас. Мы такие тупенькие. Ну ладно, уже скоро наступит утро. Мне идти пора. Но я могу зайти поболтать с тобой еще когда-нибудь. Если ты, конечно, хочешь. А то я так завалилась неожиданно. Еще и сложными вопросами тебя засыпала. Может, у тебя своих дел полно. И уже есть с кем поговорить. Ты так, ну слушай, нет, я против, ты странная. Очевидно, что мне как минимум уже нравятся ее вопросы. Почему глаз уходит именно ночью? И самое главное, куда уходит? Зачем нужны эйдосы? Короче, да, заходи. О, хорошо. Тогда я буду с нетерпением ждать нашей встречи. Ночью. И будь осторожнее. Ладно. Осторожнее. Ой, ну глаз еще спит. Но, наверное, все сейчас изменится, потому что резко наступит утро. Айтер говорил, что я не всем могу доверять. Могу ли я доверять голосу? И Вет сказала, что этот глаз в небе и голос, который мы слышим, что-то одно. Потому что ночью голос молчит. А могу ли я доверять Ивет? Сложно. Да, это правда, Лолошка. Сложно пипец. То есть нечто разговаривает с нами из неба, когда глаз открывается. Следовательно, глаз это что-то в духе камеры? Очень интересно. Ладно, я напомню, мебельный Лолошка продолжает делать стулья, и смотрите, что я узнал. Оказывается, можно нажать по складу, далее нажимаем открыть хранилище, и та-дам! Я сделал уже 2 стула. Получается, да, они копятся, и давай-ка я, наверное, закажу еще 2. Раз, 2, и, наверное, даже 3.
Все, ресурсов у меня много. Напомню, несколько серий назад Голос мне сказал про некий второй регион и про какую-то победу над Хранителем. Но за все это время я не удосужился сделать ни одного воина. Ладно, наверное, погорячился. Нанимать нет смысла, потому что население переполнено, но я же могу хотя бы изучить. Рекруты, базовые боевые юниты ближнего боя. Бам! Вообще надо думать, что я хочу прокачать. Расчетливость. Познание этого навыка позволит вам управлять своим я чуть лучше. Увеличивает количество эйдосов при отклонении мыслей на 15. Допустим, вот стул. Тут принять это одно тело и отклонить 5 эйдосов. А было бы 20. Чтобы прокачать, требуется 50 эйдосов. Окей, я, наверное, буду копить. Вот, наверное, портал хочу. Воля и тело. Хорошо. Так. Катсценка, катсценка, ну-ка. О, нет, 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 не такая катсценка, не такая! Господи, пожалуйста! Ну, у меня вообще никого нет, у меня не... Так, я не выживу. Мне кажется, это пипец. Ребят. А? Настолько? Охренеть. Эйдосы. Что делать? Мои эйдосы. Нет, уже скоро утро. Я не успею заново собрать. А мне переходить на новый уровень. Вряд ли получится расплатиться одними стульями. Что будет? Что тогда будет? Я же не смогу. Если приложить достаточно усилий, то тебе все будет под силу. Терпение и труд. Что такое? Я тебя напугал? Прости, этого не было в моих планах. Доброе утро. Доброе. Эй, чего такое? Ты какой-то поникший? Что у тебя приключилось за эту ночь? Приходила какая-то девушка, немного странная. Она тебя чем-то обидела? Нет, она, кажется, добрая. Добрая? Это ведь хорошо, верно? Да. Ну так и в чем тогда дело? Ни в чем. Не хочешь делиться? Ну ладно, хорошо. Расскажи тогда побольше о той девушке. Как ее зовут? Ивет. Ивет. Поведала ли она тебе что-то новенькое? Да. Она спрашивала, почему ты не наблюдаешь за нами и ночью тоже? Хорошо. Задавать вопросы – самый простой способ искать ответы. Ну, а ты не ищешь ответы? Я? Я лишь наблюдаю. Наблюдение. Хорошее слово. И какие у тебя впечатления от нового знакомства? Интересно. Только я совсем не знал, как ответить на ее вопрос. Как думаешь, она искала ответ у тебя? Ну, да, здесь же больше никого нет. Здесь всегда есть я. Но тебя нет ночью. Верно. Потому что у меня есть много своих дел. У тебя, кстати, тоже. О, да. Но у меня нет эйдосов. Я не перейду ни на какой новый уровень. Я копил. Ребята, я копил 50, у меня было 45. Это что за... Я хочу плакать на самом деле. Тупые волчары. Я-то думал, ладно, сейчас отправлю всех формиксов. Все они победят. Как-то там, не знаю, потери будут, но хотя бы победим. А тут такое. На меня напали. А еще погляди-ка, Лолошка не захотел делиться проблемами. В чем тогда дело?
Ни в чем. Ну ты как-то прям принял слишком гиперболизированно слова о том, что никому нельзя доверять. Или, по крайней мере, проверять на доверие. Голос пока что тебя не пытался как-то обмануть. Или, во всяком случае, скрупулезно как-то проверять на это доверие. Ладно, вернемся к делам насущным. Ногам прилипло. Пошли мало-помалу. О, господи. Да-да-да, хорошо. Пойдем. Короче, ты ничего не делаешь все это время. Давай-ка, наверное, будешь вот эту руду добывать. На раскопки так на раскопки. На раскопке, молодец. У меня очень много дерева. Я прям жестко постарался. Очень хорошо понял важный намек. Да, у меня 5 населения, но хотя бы один желательно пусть будет воином. Поэтому сдавай ресурсы, 2 эфира. Ага, теперь я делаю вот так вот. И да, есть такая кнопка, которая убирает Формикса. И теперь я нанимаю рекрута. Выходи, мой бравый воин. О-хо-хо, привет. В наступление. Какое наступление? Пока никуда не надо наступать. О, погоди-ка. Выдвигаюсь. Нифига ты быстрый! Вот бы работяги были такими быстрыми, офигеть! Так, стой. Во-первых, вот это вот собрать. Ага, это ко мне. Во-вторых, помните, по-моему, что-то такое было. Вот, работяга. Расширяет инвентарь работяги, а также повышает скорость передвижения. У меня хватает! Надо только 65 эйдосов. Блин, но у меня нет таких эйдосов. Еще раз, рекрут. В наступление. Никакое наступление не надо, просто стой где-нибудь вот здесь. Ты явно мне пригодишься. Хотя нет, подожди. Защищай вот эту территорию. Идеально, никто не погибнет, ты будешь сражаться. И вот можно держать позицию. Так. Кажется, пришло время переходить на следующий уровень. О, черт. Лололошка, готов ли ты отдать 80 эйдосов, чтобы перейти на следующий уровень? Нет. Подожди, а если готов? Оно даже не нажимается. Ну, нет. Не готов. Как это так? Уже пора, Лололошка. Ты ведь говорил, что следишь за временем. Да, но... Этой ночью на меня напали. Они такие большие и такие страшные. Они зверюги. О. Да, и я не знал, как защититься. Они просто незаметно подкрались ко мне и сделали больно. Зверюги-то? Да, О. они с огромными пастями. Они сделали клац, и из меня посыпались эйдосы. Я хотел их собрать обратно, но я не успел. Они зверюги, они убежали. Такое случается. Крайне досадное явление. Эти зверюги, Лолошка, зовутся шакалами. Шакалами, ах, они шакалы. Шакалы? Верно. Шакалы любят нападать ночью, поедать запасы и ломать строение, а еще кусаться. А особенно сильно им нравятся эйдосы. Хитрые создания. Постоянно из-за них страдают самые маленькие. Хитрость. Да, мне было очень страшно. Понимаю. Ну так и что же нам тогда сделать? У тебя что, совсем не осталось эйдосов? Совсем. Да уж. Тебе нужно научиться оберегать то, что у тебя есть, Лолошка. Иначе может получиться так, что ты будешь снова и снова терять то, что для тебя значимо. Это страшно. Я буду стараться. Что ж, тогда, думаю, на первый раз можно закрыть глаза на это маленькое недоразумение. Можешь просто отдать столько стульев, сколько у тебя есть. Спасибо. Да уж, добрячок, но он какой-то нервный. Он прям явно занервничал. Сам глаз, ему это точно не понравилось.
Эй, Формик, аккуратно. Я знаю, что сейчас прилетит что-то. Мы все это знаем. О. Вот что это? Ну вот, кто-то может... Окей. Настолько. То есть, недавимое существо. Что ж, поздравляю тебя с переходом на новый уровень. Пусть и не без проблем, но теперь скажи мне, какое счастье ты желаешь сегодня? Я желаю... побольше ума, чтобы понять, что здесь происходит. Да, наверное, хорошо. Коротенько. Это отличный выбор. На своих ошибках важно учиться, Лолошка. И я надеюсь, что ты будешь впредь внимательнее относиться к переходу на следующий уровень. На этот раз все завершилось благополучно. Ведь я помог тебе. Но это в последний раз. Хорошо? Да. Хорошо. Так, ладно, теперь я даже не сомневаюсь, что он нервничает по этому поводу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ровно столько, сколько и уровней. А место остается при этом 9, 10. О, то есть хотите сказать, что на 10 уровень произойдет что-то? Кажется, я прочел это. Слушай, Глаз, ты, пожалуйста, не злись. Я сделаю все возможное, чтобы защититься, правда. Так, погоди, сейчас ночь, сейчас день. Окей, на меня никто не нападет, но при этом рекрут у меня есть, стоит. Наступление! Могу атаковать, занять здание. Ну, короче, пока что просто пусть стоит. Хотя давай кое-что проверим. Ты, Где копать? Рудокоп, а ну-ка покинуть здание. Могу ли я занять здание вот этим воином? Этот юнит не может работать здесь. Блин, а хотелось. Ай, копать! Так куда ты копать? Иди работай. Короче, спустя некоторое продолжительное время я накопил 50 эйдосов и готов изучить расчетливость. Увеличивает количество эйдосов при отклонении мыслей на 15. Бам! Сюда! И теперь будет все супер выгодно! Ты погляди, плюс 15. Так, погоди-ка. Другой. Плюс 15. Другое что-нибудь берем, допустим, нужда. Плюс 10? Это не звучит как плюс 15. Или погоди, оно дает плюс 15 после отклонения. Допустим, вот, смотрите, здесь у нас плюс тело, плюс 5 эйдосов. Отклоняем. Смотрим, сколько. Где у меня? Да, у меня 20 эйдосов. То есть оно, оказывается, просто так засчитывается. Конкретно вот здесь оно не будет писаться. Следовательно, здесь минус 1 плюс 15. И я получу еще 15. Давай проверим. Бам. И... Да, у меня 50 эйдосов. Это круто. Я теперь супер богатый. Смотри, что нашел. Рынок. Познание этого навыка позволяет возвести рынок, торговый центр, где формируется экономика миров. Все имеет свою цену, а товарооборот становится основой процветания вашего поселения. И у меня есть уровень. Надо 60 эйдосов и 11 интеллекта. А еще 9 тела. Так, погоди-ка. Тело... Блин, нет, это не тело. Вот, тело. Почти 9 уровень. И вот я на самом деле все это жду, а по сути могу ж прокачать. Вот, голова на плечах. Слова обдумываются на 10% быстрее. Давай. Итак, подождал примерно 10 минут. В итоге прибавилось 30%. Ну, кстати, нормально. И принять. Мы сейчас очень жестко прокачались. Давай наконец-то изучим рынок, который я так долго хотел. Вот оно. Бам! И сразу же режим контроля. Рудокопчик, привет, иди сюда. Рынок. 1000, 1000, 1000. Мне не хватает только риса. Короче, рудокопы-рыбаки. Давайте, оформите мне кучу риса. Стоп, что? Потребление 81 за 10 минут. А почему так много? Воин жрет как не в себя? Блин, воин, ты... Слушай, а ну иди сюда. Все, нет, я понимаю, что я тебя зря нанял. Вообще, не-не-не-не-не. Сори. Ты пожираешь всю мою пищу. Моя идея нанять тебя раньше, это была плохая идея, поэтому... Бам. Все, прости, чувак, ты просто так прожил свою жизнь. Я даже больше скажу, я потерял 100 эфира, 300 версиформа на его найме. Мы нанимаем нового работягу.
и сразу отправляем его добывать, наверное, кстати, рис, потому что эфира у меня сейчас много. Тот, кто добывает эйдосы, пусть продолжает добывать, еще понадобится. Так, ты... Хорошо, босс. Иди, сажай. Могу чисто теоретически вот фермера прокачать. Фермеры с небольшим шансом собирают дополнительный урожай. Требуется 10 эйдосов. Блин, то есть у меня все хватает, кроме эйдосов. Сейчас порешаем этот вопрос. Поиграем немного. Быстро и стремительно порешали проблемку. Специализация фермер. Все, сейчас мы попробуем. Работяга. Ну-ка, вот, у тебя специализация фермер. Займи. Сейчас сварганим по-быстренькому. О, слушайте, а мне нравится. Красивый чувак. Одного рудокопа все-таки опять отправил добывать руду, потому что мне нужно 1000 на рынок. А теперь проверяем, сколько добывает фермер. Посеять, полить. Посеять, полить. 8. Погоди, это ты за 1 добыл 8 или за 2? Ну-ка, вот сейчас он еще добудет. Плюс 4. Эй, ну это как-то мало. Все, спустя еще кучу времени мы готовы. Рынок, ребята! Хо-хо-хо! Блин, я даже не знаю, куда его тут разместить-то. Давай, чтобы недалеко бегать от вилки, я как-то вот так вот попробую и бам! Фу. Хо-хо. Не, ну на самом деле город разрастается. Остается совсем немного. Ха-ха-ха. Батюшки, какая реально красота. Ребят, сразу давайте, чтобы вы не стояли. Режим контроля. Где вы тут у меня? Привет. За рудой! Копать, Копать, копать. Боже мой, что ж ты такой крикливый? Иди добывай. А эфиросборщик сюда. Восходящий поток. Молодец. Ну-ка, что делает рынок? Как это работает? Может быть, у меня тут экономика какая-то другая будет? Я так понимаю, мне нужно вот сюда? Ага. Так, дубовый стол. Продать! Заработок эйдосов путем продажи ресов. Слушайте, так это же имба! Стол могу продать за 2 эйдоса. Блин, ну, я не помню, какие там конкретно ресурсы нужны на стул. Но давай сразу тогда проверим. 25 плюс 10. То есть, по сути, 1 эйдос я могу купить за 25 эфира и 10 версиформа. Потом будем использовать, но пока что... Фермер, сдай ресурсы и хватит тратить эфир. Все, ты идешь, допустим, либо рыбачить, либо дерево добывать, да. Все, молодец. Я уверен, то, что я так жестко потратился на рынок, в будущем сделает только лучше. А еще, друзья, в начале сезона, да, я все еще считаю, что это начало сезона, вы можете сделать его лучше путем ваших лайков и подписок. Не забывайте, пожалуйста, я прям умоляю вас, ваша поддержка на протяжении всех роликов, которые выходят на этом канале, это лучшая мотивация для меня и команды. Я думаю, в который раз вы убеждаетесь, что мы стараемся. Мы стараемся, блин! Спасибо еще раз. Надеюсь на вас. Надеюсь, не переборщил. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. Ну а с вами были Лолошка и Рыночек, который явно зарешает. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.